Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками и новыми встречами. Вот блогер Мирослав Олешко на связи прямо сейчас. Мирослав, приветствую вас. Добрый день, всем доброго дня, кто из Украины. Ну, знаете, для Украины ничего доброго пока не светит. Зеленский делает экстраординарный шаг. Он дает интервью Sky News, где фактически критикует Трампа. Да, мягко, да, там немножко осторожно, но по сути он нагибает Трампа становиться вот на эту тропу войны. Говорит, что смелость нужна, чтобы принять решение Трампу, чтобы надавить на Путина. Вообще готов встречаться вот везде, но не в Москве, в формате встречи. Что сулит встреча? Каких еще таких не хватает от Трампа телодвижений Зеленскому? Ну, понятное дело, санкции, но Европа-то не хочет их вводить. И 19-й пакет даже отложили. В общем, такая достаточно специфическая картина. Зеленский показывает, в принципе, да, что у него на уме. Это сломить Трампа и перевести на сторону продолжения войны. Требует там ПВО, 3,5 миллиарда, говорит, вот мы ждем от Америки, Америка давай, говорит это в обращении к украинскому народу. Получится, все ли идет у него по плану? Втягивание Трампа в войну и втянется ли Трамп? Всем еще раз здравствуйте. Я начну с маленькой ремарки. Вчера видел у вас в эфире Алексея Арестовича. Меня там упомянули. И хотел бы уточнить, что критиковал и был критиком Алексея Арестовича я сугубо, когда Алексей Арестович стал членом команды Офиса Президента. В оппозиции к Зеленскому я с 2018 года. Кто такой Арестович, знаю с 2014, поэтому было больно смотреть, что такой человек попал в команду к Зеленскому, к Ермаку. И как только Алексей Арестович перестал быть членом команды Зеленского и вошел в жесткую оппозицию к Зеленскому, я Алексея перестал и критиковать. Потому что вдруг Алексей снова начал говорить все, как думает и как есть на самом деле, и это прекрасно. Относительно этого, вы знаете, я на этой неделе в Твиттере очень сильно, можно сказать, вошел в дебаты с дочкой Келлога. Потому что Келлог приехал в Киев и участвовал и брал участие в форуме Виктора Пинчука и Сороса. И это просто мне на голову не налезло. У вас в США скандал, связанный с Демпартией. Президент США обвиняет Демпартию в подстрекательстве к убийству ихнего блогера и активиста. Ты представитель Трампа, и ты приезжаешь в Киев и участвуешь в съезде форума Ялта. Называется Ялта, но проводится в Киеве. Можно было бы уже назвать и Киев. Мне кажется, это было бы куда логичней уже для Виктора Пинчука. И этот форум Виктора Пинчука это кто? Это зять Кучмы. И это человек, который спонсировал демократическую партию Хиллари Клинтон, оппонента Трампа на выборах. Мне дочка Келлога сразу предъявила, что Трамп тоже когда-то выступал на форуме Ялта. Но это было в 2015 году. Он был тогда просто бизнесменом, а не президентом США. Это большая разница, и это было 10 лет назад. И очень почувствовалось, что дочке Келлога на это было не на что ответить. И она просто отреагировала на мой пост гневным скриншотом, что якобы я выезжал из Украины за 15 тысяч долларов. Я говорю, вы, конечно, свои желтые газетенки можете приоставить себе, но лучше ответьте по сути моей публикации. Почему ваш отец принимал участие сегодня в Киеве на съезде форума, который спонсируется соросятами? И ответа не последовало. И мы подбираемся к тому, что у Дональда Трампа сегодня вроде бы и по-другому я это объяснить не могу. Да, Я всеми на силами... секунду пропала связь. Что у Дональда Трампа сегодня? И у Дональда Трампа так получается, что вроде люди его, Угу. но до конца не его уже. И вот представитель его, президента США по Украине, сегодня больше, я вижу, представляет интересы своими действиями Демпартии, Сороса
и Андрея Ермака и Владимира Зеленского, но не президента США. Да, Келлог выходит, говорит, что я там и мы все за план Трампа, мирное урегулирование, но это просто слова, а действия другие. И сколько еще таких людей в команде Трампа, которые работают не в его интересах? И как мы видим, у Зеленского, благодаря связям Пинчука, благодаря связям Демпартии, получается, можно сказать, вербовать и брать на свою сторону членов команды Трампа. Потому что мы изучаем биографию Келлога. Оказывается, он очень сильно связан с оборонными предприятиями. И он годами зарабатывал и зарабатывает фактически на войне. Чем больше длится война, тем больше он зарабатывает. То есть это все в его интересах. И, к сожалению, сегодня у Зеленского получается действительно делать все возможное для того, чтобы мирный план Трампа уничтожить. И здесь очень непонятна также история с Россией, которая могла бы также указывать на все эти моменты, потому что у них есть прямой доступ к Белому дому. Но этого никто не делает, к Ну, сожалению. вообще по Келлогу, конечно, его заявления специфические достаточно. Он там получил за заслуги Ярослава Мудрого. Понятно, да, что его окутали, охмурили, перевербовали, но однако ты президент Соединенных Штатов Америки, говоришь о том, что российской армии надрали бы задницу, а эта армия, которая, ну, он себя имел в виду, имеется в виду американская, отправляется на учения в Беларусь, да, российско-американские, и там как бы их принимают и говорят, смотрите, сейчас все покажем. То есть абсолютно другая политика. То есть после Аляски прошел ровно месяц, и мы слышим от представителя Трампа это. В Киеве, ну, понятно, что Келлог, наверное, возомнил себя, его очень сильно захвалил Зеленский, говорит, несколько раз, кстати, повторял о том, что ты лучшее ПВО, вот ты приехал, никто не стреляет. Вообще какой-то ореол вокруг Келлога создали, ну, такой, мне кажется, немного нездоровый. Вот Келлог лучшее ПВО, но только отъезжает Келлог и начинается, да, вот А сегодня. еще, а еще более нездорово, когда Келлог у себя на странице пишет, что я действительно лучшее ПВО, я приехал, украинцы говорят, сразу не стреляют. А я сейчас вот открыл цитату из публикации дочки Келлога. Повномасштабне вторгнення Росії надихнуло українців воювати. І якщо потрібно, помирати. Вони розуміють, краще стояти і впасти на ногах, ніж жити на колінах. Если кто-то не понимает, она говорит прямо, и если нужно, украинцы будут воевать, и если нужно, умирать. Они понимають, лучше стоять і упасть на коленях, на ногах, чим жити на коленях. Тим часом твердження тих, хто каже, що поганий мир кращий за добру війну, простіше кажучи, це говорять боягузи. Тобто, приїхала женщина с успешной Америки в страну, где война, и говорит, те, кто за мир, это боягузы. Ну, я понимаю, конечно, ваши дочки, там, сыновья, родственники никогда не окажутся на войне. Вы сюда к нам приезжаете как реально к папуасам и уже прямо об этом говорите. И меня удивляет, как я вижу эти заявления, но эти заявления не видят в Белом доме. И дальше Келлог уже катается просто, ну, сегодня представление, что Келлог катается в Украину не для того, чтобы продвигать мирный план Трампа, а просто для того, чтобы снова пожить бесплатно в пятизвездочном отеле в центре Киева, выпить шампанского, его там возят, ну, вот его возят, вот мы смотрели, когда какие-то племена аборигенов, туда приезжают белые, и там аборигены им все дают, все самое лучшее, там какое-то представление с танцами. Вот это все напоминает мне сегодняшние поездки Келлога в Украину. Ну так а с Трампом что делать? Потому что, по большому счету, сейчас мы видим, ну, определенную историю, которая превратилась в овальный кабинет 2. Я имею в виду интервью Sky News Зеленского. Ну, потому что это как бы прямое движение против шерсти, против всего того, что, собственно, декларирует Трамп.
И вот тут начинается самое интересное, вот именно сейчас. На фронте обострение, мобилизация жуткая в Украине. То есть мы видим новая эвакуация там, населенных пунктов, мы видим все какие-то вот признаки того, что дальше будет хуже. Укрзалезниця выходит, говорит, нас побили все распределительные узлы. Бьют по энергетике. В общем, газораспределительная станция поражена в Сумской области. В общем, начинается инфраструктурная война во всей красе. Вместо этого нам демонстрируют, что вот смотрите, мы бьем по НПЗ, значит, мы очень круто воюем. Давайте нам деньги, давайте нам ПВО, давайте нам все. А Трамп как бы в стороне. Как видится решение Трампа? Да? То есть он одернет условно Зеленского, или пропустит мимо ушей, пойдет дальше решать там свои другие вопросы с газетами, исками на 15 миллиардов Нью-Йорк Таймс, с какими-то внутренними разборками, с тем же Соросом, но внутри Америки, а не где-то еще, безопасностью в Вашингтоне. У него есть чем заниматься. И может на это расчет, что Трамп просто перегружен внутренней или внешней, касательно Венесуэлы, например, повесткой. Но сегодняшняя позиция Трампа, она, в принципе, целиком устраивает Россию. Трамп молчит, не вводит никаких санкций, и Зеленский позволяет России оккупировать все больше и больше территорий, потому что Владимир Зеленский, судя по всему, сегодня это агент Российской Федерации и ФСБ номер один. И я сегодня прочитал с утра новое интервью и цитаты из интервью Зеленского, где он прямо действительно идет против плана Трампа, против заявления Трампа, что говорит о том, что мальчик очень сильно осмелел. И Трамп вместо того, чтобы мальчика сильно попустить, ввести санкции против его окружения, арестовать некоторых членов его команды, он ничего из этого не сделал. И по итогу мы видим, что какой-то абсолютный наркоман, который сидит в кресле без выборов, с низким рейтингом, раздает команды уже президенту США. Так же само, как раздавал команды уже под конец срока Байдена самому Байдену. Посмотрим, как будет действовать Трамп дальше. Меня очень удивляет, что команда Трампа даже не замечает, что, например, в украинских тюрьмах сидят тоже политзаключенные. Они заняты политзаключенными в Беларуси, в России, где-то еще. Они постоянно в Америке снова об этом говорят, но в Украине не замечают. 7 тысяч человек сидят по надуманным обвинениям. Александр Дубинский написал множество уже писем и Келлогу, и в посольство США, и в сам Вашингтон. Ноль реакции. То есть Трамп вновь себя окружил, как по мне, просто либо агентами Демпартии, либо Трампу просто плевать. Хотя я больше склоняюсь к первому варианту, зная, каким был первый срок Трампа, то мне кажется, вновь в Белом доме его окружают не его люди. И не только в Белом доме, но и в Госдепартаменте. Но здесь вновь такие. Россия, как оппонент Украины или оппонент Владимира Зеленского, она не указывает абсолютно также на то, что господин Трамп, там в Украине тоже политзаключенные сидят. Или там Лукашенко, который общается с представителями Трампа, ему постоянно говорят, что вот у вас политзаключенные, освободите их. Он не говорит, смотрите, там в Украине, в которую вы ездите, там руки пожимаете Ермаку, там тоже люди сидят. Просто потому, что они Зеленского критиковали. Более того, там сидят ваши сторонники президента США. Там сидит тот же Александр Дубинский, который сидит чисто за то, что раскрывал коррупцию сына Байдена. И за год 0 реакции со стороны Белого дома на это. И это, я считаю, абсолютный плевок в сторону украинцев и тех, кто выступает и молится, что будет мир. Вы повторили Для меня это, несколько знаешь, раз. для меня это очень плохие новости, потому что моя страна потопает в крови. В моей стране уже мог быть мир как 3 года.
Если бы не Джонсон, Зеленский и Байден, мои бы родные не погибли бы. Они были бы живы. Если до апреля 22 года было понятно, за что воюем, то дальше война и смерти абсолютно бессмысленные. Их можно было остановить. Сотни тысяч людей были бы живы. И сегодня Зеленский, этот подонок, вновь говорит, вводите против России санкции. Ну хорошо, ввели санкции. Америка ввела санкции без Европы. Дальше что? Россия остановится? Ну, как Россия не захочет быть лохом, остановиться за то, что на них Трамп новые санкции ввел. Россия продолжит. И украинцы будут гибнуть дальше. Какой плюс? Наверное, для Зеленского один. Дальше оставаться у власти и дальше зарабатывать миллиарды долларов на вооружении и производстве вооружения. Ко мне вчера в комментарии в Фейсбуке приполз какой-то мальчик. Какой-то мальчик и открытым матом в комментариях пишут: ты такой-такой, я тебя там это. Захожу на страницу, смотрю, какой-то фунт производит маленькие ППО против шахедов российских. Я первый раз этого человека вижу. Он меня знает, я его нет. И вот таких вот мальчиков в Украине вдруг появилось очень много. Я его в комментариях ответил, говорю: слушай, а кто за тобой стоит? Ну просто, ну интересно. Я видел еще таких мальчиков, которые за последние 2 года, вот до этого ходили в Casio, а сейчас ходят в Омега и в Роликсах. Они ходят в роликсах, а другие пацаны, которые не производят ППО, дроны, они просто в земле лежат. А то и в болоте на кладбище, которое построил Зеленский в Киевской области на болотах. И, скорее всего, когда сейчас наступит осень, зима, могилы будут полностью в воде. И вот в этом разница. То есть, и мне как украинцу, как человеку, у которого родные в Украине, я как человек, который находился в Украине 1,5 года с 22 по 23, мне больно. Потому что я понимаю, что уже даже летом, этим летом мог наступить мир. Но я считаю, что Трамп не дожал. Не дожал конкретно Зеленского. Он приехал после встречи на Аляске и говорит: следующим, там, через неделю Зеленский должен встретиться с Путиным. Почему не встретились? Я понимаю, ты не можешь Путину позвонить и ультиматумом сказать: едь, встречайся с Зеленским. Не можешь. Ты его попросил встретиться с ним, Путин согласился. Но ты можешь позвонить Зеленскому и сказать: едь в Москву, едь в Минск, едь в Стамбул, куда угодно. Куда скажу, туда и едь. И встречайся и говори с Путиным. Он этого не сказал. Хотя мог, имел все на это влияние. Все возможности. Момента, два У уточнения. меня есть такое подозрение, что, возможно, все это саботаж, в том числе посольства США в Киеве. Потому что новый посол, который приехал в Киев от Трампа, меня удивило. Он, как и Келлах, знаешь, куда поехал развлекаться? Нового посла в США, нового посла США в Киеве пригласили на открытие гольф-клуба советника Ермака. А советник Ермака, он десятилетиями получал гранты от USAID. И вот посол США в Киеве, новый, от Трампа, она тоже не замечает политзаключенных, она не ходит в тюрьмы, она не ходит в тех, кого пытают и избивают в СИЗО в Киеве. Она идет открывать гольф-поле. И это также о многом говорит. Два уточнения. Уточнение первое. И, к сожалению, вот таких людей, как Кирк, которых застрелили в США, это, возможно, вот именно те люди, действительно достойные, которые были и есть в команде Трампа, но их очень мало. И в Киеве таких людей сегодня нет. Значит, Бессент нам говорит о том, что 2-3 месяца и война закончится, если Европа присоединится, ну, поддержит предложение Трампа и США, и вот все вместе они ведут эти санкции против энергосектора российского.
То есть 2-3 месяца и война закончится. Бессен говорит, России нечем будет воевать и так далее, и так далее, и так далее. Европа этого не сделает. Но срок 2-3 месяца очень такой специфический, интересный из уст действующего министра финансов. Это вот такой как бы поворот, поэтому, знаете, ну, есть как бы откуда ногам расти в отношении вот этой риторики, которой сейчас придерживается Зеленский. Это один момент. Ну а второй по поводу политзаключенных и по поводу Александра Дубинского. Ну, война прям с шарием такая, достаточно серьезная по этому поводу. Дубинский является, как он может писать из СИЗО, является этим, как его, троянским конем и чуть ли не проектом самого Зеленского, который подсунули через Москву, пытаются сейчас, ну, собственно, продать как некую оппозицию. А какие мысли по поводу первого и второго? Мы были с Александром Дубинским, ну, не врагами, но оппонентами точно. И когда Александра арестовали, я его поддержал, потому что видел, что он изменил свою точку зрения и вошел в жесткую оппозицию к Зеленскому. Если тебя арестовывают, значит, ты Зеленскому очень хорошо насолил. Я видел, что Александр Дубинский несколько раз публично поддержал Шария, признал, что против него есть политические преследования, абсолютно за неделю до конфликта, причем это сделал. Александр Дубинский не составляет эти списки. Поэтому очень непонятно, почему главные претензии идут к Александру Дубинскому, который сидит в СИЗО, и просто его имя там среди тысяч остальных. Шари говорит, что Александр там Дубинский критиковал раньше Россию. Ну так Шари тоже очень жестко критиковал раньше Путина в 22 году и в 23-м и поддерживал Пригожина. Публично поддерживал Пригожина, как бы критиковал там Лукашенко. Взгляды меняются, и это нормально. Утверждение, что Дубинский агент Банковой, это просто идиотизм, потому что все адвокаты Дубинского, их выкрало ТЦК, СБУ и отправили их на фронт. У Александра Дубинского сегодня нет своих адвокатов. Ему государство дает адвокатов на суды, и Дубинский пытается всеми способами отказаться от них. То есть у человека забрали адвокатов. Это агент Банковой, да? У человека заблокировали все счета. Это агент Банковой, да? Все имущество арестовали. Это агент Банковой, да? Анатолий удивляется, как Александр ведет свой блог из Телеграма. Да он никак не ведет. Просто каждый день ты имеешь право встречаться с представителем своим, адвокатом. Там явно ходит не тот адвокат, который может защищать человека в суде, а просто ходит адвокат. Адвокату передается записочка. Записочку дальше передают который, скорее всего, находится за границей, и они публикуют от его имени, его мысли, его заявления и так далее. Почему так не делает Евгений Шевченко, например, или другие люди, которые сидят в Лукьяновском СИЗО? Ну, наверное, потому что они выбрали не сломанные ребра, они выбрали не... Точнее, они выбрали сидеть в хорошей камере, с более хорошими условиями и с едой из ресторана. То, чего у Дубинского нет. Меня тоже, вот конкретно я Дубинского стал поддерживать именно из-за того, что я увидел, что этот человек борется и не идет на мировую с командой Зеленского, даже когда находится в тюрьме. Так а предлагали не мировую, подождите. Ну, там стойте. еще минутка. Тут тоже такой момент. По-моему, то ли Анатолий Шари, то ли кто-то еще сказал, что Дубинский... нет, это другой блогер. Там есть такой один блогер из Испании, там, и он поддерживает Анатолия Шария, и он там сказал, что Дубинский находится в СИЗО СБУ. Нет, это вранье. И действительно, если бы Дубинский находился в СИЗО СБУ, вот там бы, скорее всего, у него вести блоги не вышло бы. Но Лукьяновское СИЗО это немножко иная инстанция. И мне кажется, что сегодня все, и Дубинский, и я, и Анатолий Шари, и
Алексей Арестович, все, кто против Зеленского, должны объединяться, а не выяснять отношения, кто прав, кто не виноват и так далее. Понимаете, играть в пинг-понг агент Банковой, это ж можно в обе стороны. Там Шари говорит, агент Банковой ты, Дубинский говорит Шарию, ты агент Банковой и так далее. Сейчас мы можем начать играть в пинг-понг. Я скажу, ну, у тебя же YouTube канал не удалили, как у меня. Вот у меня удалили, у тебя нет. Значит, ты агент Банковой. Против тебя просто санкции ввели и заблокировали на территории Украины. А у меня весь канал снесли. Так же тоже можем говорить. Мне кажется, это идиотизм. И именно лучшая помощь офису президента – это начинать выяснять отношения. Когда оппоненты офиса президента начинают выяснять отношения друг с другом, ссориться, конфликтовать и так далее. Поэтому вот у меня такое отношение. Я считаю, что нужно объединяться. Нужно свои обиды вот так взять в кулачок и выкинуть в мусорник. Хотя бы до времен, пока у власти Зеленский. Потому что когда нас перебьют всех вместе, вот просто это закончится тем, что нас перебьют всех вместе. Поодиночке. Но так и будет. Просто потому, что мы вдруг свои ресурсы, свое время начали тратить на друг друга. У нас что, врагов мало? У нас что, мало про кого писать? Я могу целый список составить, про кого можно писать из команды Зеленского. Ну, Там, про них не пишут, я да. имею в виду, не хватит 24 часов в сутки, Интересная, чтобы скажем, хватало времени. Вот. интересная там обложка на новом времени вышла, да, Святая Троица, Ермак, Зеленский и Литвин. Ну так, как бы тоже видение своеобразное, как бы Томаш Фиала приготовиться, давно уже гуляет то, что, ну вот эти, да, холдинги, Новое время, Украинская правда, вот это все, скажем так, вот тот край, да, критикует, посмеивается над всем происходящим, ну а правда, ничего власти Зеленского, как видим, не угрожает. Более того, вот сейчас все обсуждают проекты бюджета на следующий год. Денег как бы на войну есть дефицит, однако вместе с этим мы видим зарплаты учителям, зарплаты врачам, чекап украинца, каждый имеет право на, ну, скажем так, исследование здоровья комплексное. То есть какие-то такие большие программы. Свириденко представила и подала в Раду этот проект бюджета на следующий год. Министр Марченко говорит, надо готовиться, что война будет и в следующем году. Но это как бы выглядит как какая-то подачка для того, чтобы, в общем, народ не роптал и не спрашивал, чего там, где там, когда заканчивать войну. Или по-другому выглядит, как некий такой предвыборный шаг. Обычно про учителей и врачей и вот такие программы, да, там оздоровления или там, исследования для каждого, вместе как Вовина 1000, мы помним, да, вот эти все там пакунки школяра, это все как-то вот такие предвыборные, очень интересные пиар-ходы. Так на выборы вроде денег на следующий год не выделили. Что означают вот эти бюджетные, как это, признаки, которые нам готовят на следующий год у Зеленского? Знаешь, удивительные времена. Говорят, в армии не хватает, для армии не хватает денег. У нас есть Притула, аферист Стерненко, там Чмут и много других мелких волонтеров. І вони собирають постійно деньги. Говорять, хоч би по 2 гривні кожен день, потрібні гроші. И в то же время государству, правительству, власти Зеленского, когда надо, они могут выделить деньги на все что угодно. У них есть вот вдруг бац, поднять нужно стипендии студентам. Там, бац, нужно сделать искусственный интеллект в ДИИ, и на это есть 300 миллионов. А на автомобили пацанам, чтобы они ездили на нормальных новых автомобилях, на это денег нет. Что вновь демонстрирует простую вещь. Война очень выгодный, классный бизнес. Я абсолютно недавно, на прошлой неделе, на украинском слово «выкрыв»,
вот выскочило именно на русском языке это Крыло. слово, вскрыл, да, вскрыл одну волонтерку, которая с мужем своим уехала жить в Чехию и в Твиттере с анонимного профиля, с псевдонимом собирала донаты. И в обмен на донаты скидывала свои голые фотографии. Это вообще удивительная вещь, о которой можно и смеяться, и плакать. Но украинская армия держится за счет девушек, которые публикуют свои голые фотографии в обмен на донаты для армии. И вот оказалось, что она обманывала, она делала вид, что она работает на заводе, что она одиночка, у нее умерла мама от рака, на операцию маме тоже собирали деньги, собрали, я посчитал, где-то 70 тысяч долларов, это только на маму собрали. И собирали еще сотни тысяч долларов на армию. Она показывала отчеты, фотографии, как все военным передает. И оказалось, ну, во-первых, для тех, кто ей кидал донаты в обмен на фотографии там голые, для них оказался сюрприз, который я им подарил, что, во-первых, у нее есть муж. Во-вторых, она уже выглядит не так, как на фотографиях, потому что она вот только-только родила ребенка, а фотографиям уже там лет 5. В-третьих, она не то чтобы воровала какую-то часть, она воровала с мужем полностью, все 100%. Все фотографии взяты со страниц каких-то очень мелких волонтеров предыдущих годов, которые делали отчеты. И вот так получилось, что я продемонстрировал там наглядно людям, которые каждый день донатят на армию, что их разводят. Просто кто-то разводит по мелкому, как эта девушка, на там сотни тысяч долларов, по мелкому. А кто-то разводит по крупному, как Стерненко, Притула. Только он делает это, только они делают это не в тупую, забирая все 100% себе и ничего там не передавая армии. Нет, они просто в обход тендеров закупают оружие за неизвестные абсолютно суммы, без любых отчетов. И на этом делают миллионы и миллионы долларов. В общем, кому нужно заканчивать войну? Кому? Да никому. И мне кажется, нужно именно на этом сегодня заострять внимание и тратить свои усилия, а не на борьбу друг с другом, о чем мы уже вот недавно говорили, что недавно обсуждали. Ну, Мне кажется, это вот главная цель. 1,5 миллиарда на телемарафон тоже заложили в следующем году. И так как подшучивают, что ой, опять телемарафон. Да, ну как бы ставки растут немножко, там чуть-чуть больше, чем вроде как в прошлом году. И на офис президента чуть-чуть больше, примерно на 100 миллионов больше выделяют деньги. То есть, в принципе, идет везде вот такой, скажем так, подъем. Невиданный подъем на фоне дефицита, скажем, на армию, да, и на, скажем так, на войну. Потому что тут же возникает очень интересный другой момент. Ну, как по программе, по документам, все, что зарабатывает страна, она отдает на армию. Чуть-чуть не хватает, будут добирать кредитами или что-то еще. Ну, как чуть-чуть. 16 миллиардов, говорит Марченко, да? Ну, вот такие цифры называют. А получается, всю социалку и весь блок, в том числе вот, пенсионеров, зарплаты учителям, должны за счет донатов, грантов, помощи европейской. Получается, европейцам говорят, вы давайте прикрутите немножко расходы, подзатяните пояса, а в Украине показатели растут. Какой-то вот дисбаланс выходит. Причем намеренный или нет, судить сложно. И плюс при этом, вот все сейчас говорят, будет война России и Европы. Польша там будет атакована, Калининград, Прибалтика, в общем, всех держат в этом страхе, включают в Германии сирены, говорят, давайте тренироваться, запасаться равиоли и так далее, и так далее, и так далее. Есть ли вероятность некой большой войны? Ведь кажется, что Зеленскому выгодно, чтобы войну расширить на какую-то еще территорию, масштабировать, чтобы прикрыть условно, вот эти несоответствия в тратах и
в деньгах, да, которыми он распоряжается, имеется в виду как, ну, вместе с Ермаком, как руководители страны. Война с Польшей Зеленскому точно невыгодна, потому что война в Польше похоронит Украину моментально. У нас все пути, которые ведут в Украину, сегодня это конкретно только через Польшу. Через Польшу к нам завозят оружие, через Польшу к нам завозят продовольствие. Мы даже для того, чтобы сеять зерно, мы покупаем там специальные удобрения, химикаты в Европе, на Западе. То есть без Польши Украина просто впадет в настоящий голодомор. И есть действительно в Украине идиоты, и идиоты возле Зеленского, которые провоцировали и провоцируют Польшу на то, что она должна ответить и вступить в войну. Не понимая, что это просто похоронит Украину. И похоронит власть Зеленского также моментально. Я не очень верю, что России сегодня нужно нападать на Прибалтику, на Польшу и на другие страны. Для чего? Ну, какой в этом смысл и логика? Но зато я вижу, как уже прямым текстом там, европейские лидеры, как канцлер Германии говорит, нам выгодно, чтобы украинцы погибали, потому что тогда у нас не будет вот этого головняка, которым мы себе забили голову, что вот если не будет войны в Украине, то Россия всей своей армией переключится на страны Европейского Союза. И вот поэтому именно украинцы должны дальше воевать. И мне кажется, это прямой ответ на то, что мы идем куда-то не туда. Я считаю, мы за европейцев, за их благополучие, благосостояние воевать не должны. Если у них будет война с Россией, мы их по-братски похлопаем по плечу, дадим им советы, рекомендации. Возможно, введем легкие санкции, которые никак не делают больно России и никак не влияют на ее потенциал. Мы, конечно же, приедем в европейские страны с грустным лицом. Мы абсолютно будем зеркалить по всем пунктам. И, ну вот, к сожалению, так, и пусть там будет война. Мне, честно, просто плевать на это. Но я не верю в то, что в Европе может быть война. Я очень хотел бы сказать такой момент. Всех солдат в Украине сегодня накачивают, что будет Третья мировая. У меня есть знакомые и друзья в армии, которые вот только в армию вступили и вот попали под какой-то вот этот информационный поток. Мне говорят, Мирослав, будет Третья мировая война, все равно восстановим, вот пара лет и будет Третья мировая. Я говорю, дружище, ну вот ты задумайся, нам бы было по 100 лет или 120 лет, мы бы уже как лет 70 ожидали Третью мировую, потому что мы бы прожили бы с тобой 50-е, 60-е, 70-е и ждали все ядерной войны и Третьей мировой. И вот сегодня мы, как новое поколение, думаем, что вот сейчас-то она точно наступит. Я не вижу поводов, для чего ей наступать. Разве что, скорее всего, Америка с Китаем будет воевать. Но мне очень кажется, что в таком случае Россия будет на стороне Америки, а не на стороне Китая. Вот Ну, мне чего-то так кажется. спорное утверждение, судя по Потому что, последним потому что событиям. общие границы, прежде всего, важные для Китая, находятся у России. И есть такая еще вещь, знаешь, мы же во Второй мировой войне воевали вместе, американцы, русские, украинцы. Русские ж не воевали вместе с японцами, нет? Ну и с Против китайцами, Америки. получается, тоже вместе. Это было. Но если бы Китай был против Советского Союза, Ну, там тоже история отношений я была. никогда не И... поверю, что европейская раса будет воевать вместе с азиатами против европейской расы. Мирослав, никто не мог поверить, что русские и украинцы будут воевать. Еще условно там 15 лет назад. Причем вот так, ожесточенно. А это черная страница истории, которую нужно остановить как можно Так быстрее. некак. Ну вот не получается. Вот смотри, знаешь, я посмотрел, что новое интервью Аллы Пугачевой не понравилось как в России тем, кто хотят вечной войны,
так и не понравилось абсолютно всем патриотам в Украине, которые хотят воевать с Россией. Они посчитали, что Алла Пугачева – это агент Кремля, который запустили специально, чтобы это интервью смотрели украинцы. А мне очень понравилось, прекрасно. Идет Алла Пугачева по пляжу, ей к ней обращаются украинцы. Она им отвечает «дякую, дякую». Она им не говорит «я вас не понимаю». У нас сейчас в Украине очень модно даже своим украинцам там, в Киеве говорить «я вас не разумею, если к тебе обращаются на русском другой киевлянин». Она идет, говорит «дякую». И вот Алла Пугачева продемонстрировала, что, во-первых, и то, что украинцы смотрят это интервью, абсолютной русской женщины, русского человека, она вот чистокровная русская, они смотрят это интервью и поддерживают. Потому что Алла Пугачева продемонстрировала, что мир, добрососедские отношения возможны. И не просто возможны, они и будут. Просто нужно меньше агрессии друг к другу. Потому что мы действительно соседи. И нам придется жить друг с другом всегда. И очень классно, что мы, как соседи, лучше, вот мы, когда селимся в какой-то новый дом, новую квартиру, мы же начинаем с соседями дружить, делиться с друг другом, приходить друг к другу на праздники, поздравлять друг друга, там, выходить утром, говорить доброе утро, когда все на работу идут. И вот так должно быть, и так и было до войны с Россией, с Белоруссией, и у России с Украиной. И мне очень хочется, чтобы так и было. Иначе другой вариант один. Наши с вами близкие по обе стороны будут постоянно погибать. И мы вместо того, чтобы ходить на общие свадьбы, будем ходить в одиночку на похороны. А мне кажется, лучше ходить на свадьбу. Война спецслужб. Как ее этап можно назвать, который вот сейчас происходит? НАБУ против СБУ, и все закончилось условно, как это, вакансией за сколько там тысяч долларов на полгода контракт, да, 30, по-моему, да, тысяч долларов за эти полгода, чтобы найти какого-то коммуникатора, ну, кто бы смог НАБУ представлять, да, я так понимаю, в медиаполе, каким-то образом строить стратегию коммуникативную. Потому что СБУ, ну, в общем, с НАБУ крепко воюют. Все же понимают, что эта война идет за пленки Миндича, за, собственно, факт, да, который там установили или устанавливают антикоррупционные органы, на них повесили, что они агенты Кремля. Ну, в общем, так, нормальная такая драчка политическая. Но за этим стоит, опять-таки, предательство. Ну, то есть предательство интересов страны. Мы вновь возвращаемся к дочке представителя президента США Келлога. В дебатах таких в Твиттере с ней, а скриншоты этой переписки опубликовался в телеграм-канале «Новины Правда Блохолешка». Если кому-то нужно, зайдите, почитайте полностью. И я ей там написал, смотрите, вы так сильно, вот ваш отец сейчас с Андреем Ермаком везде, руки ему пожимает, а в СИЗО в Киеве сидит агент НАБУ, который расследовал коррупцию бизнес-партнеров Ермака. Вы не хотите, вот ваш отец не хочет просто сказать Андрею Ермаку: Андрей, вот тебе просто нужно позвонить по телефону, дать приказ освободить агента НАБУ. Этого нет. Этого мы тоже не видим. Но мы видим то, что НАБУ возглавляет действительно агенты Банковой. Иначе сказать нельзя. В НАБУ остались следователи, которые действительно независимы или подконтрольны Соединенным Штатам Америки. И их сил не хватает бороться против такой машины, как СБУ, которую возглавляет также агент Банковой. К сожалению. И мы уже дошли до того, что СБУ арестовывает агентов НАБУ, арестовывает их жен, отбирает у них смартфоны, и Запад, Европа, США об этом молчат. И активисты, которые до этого выходили с картонками, вдруг, ну, выходили в поддержку НАБУ, вдруг этого также уже не замечают.
И это также говорит о том, что, к сожалению, в этом направлении Зеленский, партия войны побеждают. Это не победа еще в самой войне, но это победа вот в этой битве маленькой. И здесь также вопрос к тем, что есть люди, которые могут все это доносить Трампу, все это могут доносить Стиву Виткофу, но этого не делают. Потому что у нас кроме Келлога есть еще Стив Витков. И мне кажется, людям, которые имеют его номер телефона, доступ к нему, могут обратить его внимание на политзаключенных в Украине, на преследование инакомыслящих и оппозиционных к Зеленскому политиков, журналистов и блогеров в Украине. И когда эти люди выйдут на свободу, в Украине будет больше людей, которые говорят правду. Потому что еще один момент, вот, например, выйдет из тюрьмы Александр Дубинский или кто-то еще, да, их же завтра убьют. Ну, завтра какой-то сумасшедший, это даже не обязательно будет Зеленский, там, даст команду, да. Это может просто какой-то быть придурок, который смотрел пропаганду по телемарафону и считает, что это враг, нужно идти его убивать. Что для этого нужно? Чтобы также Америка, Белый дом, сказали, эти люди неприкосновенны. Все, кто в Украине оппозиция, неприкосновенно, их трогать нельзя и недопустимо. Потому что когда даже у нас сейчас будет перемирие, вопрос возникает, а как проводить выборы? Как проводить выборы? На выборах будет участвовать только партия войны и тех, кто хочет воевать вечно? Потому что другие люди, другие представители в Украине, они не будут иметь возможности участия в этих выборах. Их завтра убьют. Охрана не поможет даже, потому что охрана может быть завербована или еще что-то. Вот это вот страшно. И это не обсуждается. И Ну, Зеленский, скорее получается, всего, в надеется, и тюрьме, Зеленский в тюрьме безопаснее. безопаснее То есть получается. в Тут тюрьме парадокс. безопаснее. В тюрьме безопаснее. И, скорее всего, Зеленский надеется на победу именно за счет этого. Он думает, ну ладно, проведем выборы, а что те? А те побоятся выйти. Я скажу своим вот этим всем петушкам в форме ряженым, что вот это враги, они даже на телеэфир не придут, на дебаты. Потому что их там будет под студией ждать орава идиотов. Будут хватать людей и кидать их в мусорник. Как это уже бывало в истории Украины. И так будет и сейчас. Поэтому нужно обсуждать в мирном плане между США и Россией и Украиной не только то, что вот мы проведем выборы, а то и какие условия будут для этих выборов. Потому что у нас действительно тогда получится, что у нас участвует снова Зеленский и все. Я не думаю даже, что Залужный будет участвовать. Но сегодня Залужного уже тоже окучивают сугубо люди из партии войны. Агенты СБУ, которые просто внедряются к нему в команду и в доверие. Да. Посмотрим, как это все будет, но, собственно, Зеленский все-таки будет, наверное, переизбираться. Это по нему Простой пример. видно. Простой пример. Анатолий Шари даже имеет там свою уже сейчас запрещенную партию, но он в Украину боится вернуться. И вряд ли он приедет в Украину, даже если война закончится. И даже если его партию разрешат, снова снимут запрет, вряд ли он приедет в Украину. Потому что гарантий безопасности никаких нет. Это просто прямой пример. Там. Если он там смотрит это видео и думает, вот Дубинский выйдет, там это, ну ты что же не приедешь? Это, если там вот Дубинский выходит, остается, берет чуть-чуть охраны и остается дальше в Украине, это у него вообще огромные яйца. Я считаю Дубинского сейчас яйца не маленькие, потому что воевать, находясь в киевском СИЗО против власти, нужно иметь стальные хорошие яйца.
Потому что если они у тебя маленькие, ты будешь молчать, как Евгений Шевченко, которого арестовали, и уже год о нем ничего не слышно. Ему уже там угрожает пожизненным заключением, а он молчит. И заметь, вот арестовали агента НАБУ, унизили его отца, тоже молчит. Имеет все возможности выйти в публичную плоскость, писать публикации и рассказать даже о пленках Миндича и то, что он об этом знает. Молчит. Все молчат, все запуганы, только арестовали, все. Человек пропадает. Очень мало людей, которые готовы бороться. И Александру тут уважение, что он нашел в себе силы бороться, несмотря ни на что. Мирослав Олешко был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. До свидания. Друзья, берегите себя. Всем добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.